Хорошие мои, всех приветствую вас, кто присоединяется. Всем доброго вечера. Прошу, напишите мне по поводу качества звука и видео, как обстоят дела. Сегодня будем с ритуалом. По традиции все, что с ним связано, как обычно. Немножечко сегодня не по плану мы в эфире, но я для вас готовила кое-какой сюрприз на закрытие коридора затмений. Ну, то есть как закрытие. Это была лишь подготовка к Йолю. Если уж совсем уточнить по энергиям. Так, ребятушки, секундос. Я сейчас запущу свечечку. По ритуалу все-таки давайте я повторюсь. Возможно, будет много новых людей. Свечу моему роду, ваш
Итак, ребят, поехали. Чего стоит ожидать в преддверии новолуния? Это я так, для себя. Так, поехали. Чего, ребята, стоит ожидать в преддверии новолуния, которое к нам идет? Сами прекрасно ощущаете, что ребятушки не дремлят, да? Могли уже ощутить их волнение, их переживания по поводу предстоящего новолуния. И здесь люди борются за то, чтобы получать блага от высших сил. Здоровье, удача, фортуна, деньги как следствие. Здесь люди пытаются вас в чем-то убедить воочию, либо же на иных планах. Идут на риск, нападая на вас. Об этом они знают. Пытаются вас на дискуссии, на перебранку вытянуть. Так, давайте будем смотреть. Ваши дела им не дают покоя. А у них обнулено все. Вся их девятка пентаклей, реализация, попытки себя спасти, вытащить. Даже их осторожность их не приводит ни к чему. Они уверены в своей рассудительности и поэтому рассчитывают на успех. А по факту 0. И вот он вам, дьявол, стоит за этим шутом. Тут нет связи с эгрегорами, религиями, нет связи с высшими. Здесь вот как эти люди под мороками, под подставными людьми влазили в ваше пространство, под подставными фантомами. Точно так же сейчас 15-й с ними играет. Ни больше, ни меньше. Чего вам стоит ожидать? Знаете, чего вам стоит ожидать, девочки и мальчики? Что у вас появится страх что-то не реализовать в этом декабре. Что вы просрете эти энергии, которые будут даны с 4-го, ну пусть будет по 20-е, по 21-е. Поняли? На это ставки делаются. У вас сейчас есть шанс что-то, знаете, сделать какой-то рывок конкретный, предприняв определенные действия, сделав определенные выводы, поменяв свои мысли. Либо же, допустим, я вот понимаю, как правильно, да, и не только понимаю, но и делаю так же. То есть теория с практикой рука об руку должны идти. Чего еще стоит ожидать в преддверии новолуния? Здесь вот ваши господа
недоброжелатели, они пытаются вот это вот с вас сдернуть, понимаете? Вот ваш вот этот шанс. А у них не получается. По ним там отдельная работа ведется. От 15-го. Давайте, чего стоит ожидать в преддверии новолуния? Справедливости, правосудия, господа товарищи. Для каждого оно будет свое. Правосудие будет для каждой ведьмы. Здесь для, возможно, вас, возможно, для вашего недруга, возможно, для какой-то другой ведающей мадам, о которой вы сейчас могли подумать. Мадам могла быть связана с детьми, с вашими. Мадам из прошлого. Допустим, подруга. Но здесь знаете, что мне еще идет, девочки и мальчики? Сейчас я вам объясню, секунду. Здесь мне идет ситуация насчет людей, которые тем либо иным способом воздействовали на ваших детей, ущемляли их права, пользовались своим положением, репутацией. Госорганов это тоже касается. Кому-то очень не нравится ваша связь с высшими потоками и энергиями. Кого-то это прям очень сильно задевает. По какой причине? Потому что этот человек, ваш недоброжелатель, не в состоянии дотянуться до этих вибраций. И их это бесит. Хотя их предупреждали высшие силы. Их охранцы, их предупреждали, но им было срано. А теперь у них, видите ли, зависть. Они, видите ли, с кондачка решили сигануть в пространство и несколько этажей проехать налегке за ваш счет. Забрать вами наработанное, понятно? И если вы будете сидеть и щелкать ебалом, извиняюсь за мое мягкое французское выражение, с вас это могут стянуть. Уж кто из вас что задумал, здесь не важно. Здесь важно то, что у вас идет шанс, и вы должны им воспользоваться. Либо им могут воспользоваться ваши недруги. Могут делать воздействие на ваших детей специально, чтобы выбить вас из колеи. Чего еще вам стоит ожидать? Если кто-то из вас ждет искры, музы, вот сидите и ждете, вот я проснусь и пойму, что сегодня именно тот день, чтобы я что-то, вот допустим, это сделал, либо вот это. Так вот, этот день может для вас не настать. В каком плане? Не то, что там что-то, категорически, плохое, да, что вы умрете, нет. А именно, что шанс будет сворован. У вас не будет запала, не будет энергии, вы попадете в стагнацию, в болото. Как следствие идет провал в деньгах, провал в духовных аспектах. Зацепка за сердечную чакру и 8 мечей это кроется. В итоге сам себя человек сжирает. То есть поняли, да, как цепь преемственности такая валит. А начинается все с того, что вы не используете шанс. И вот эта ваша энергия, она может быть слита. Что вам нужно делать?
Очень быстро двигаться туда, где вас ожидает десятка пентаклей. Для кого-то это бизнес, дела, проекты. Для кого-то это семья, любовь, дружба, отношения с кем-то, но наполненные. Для кого-то это общение с определенными силами. Кто-то из вас может поменять хорошего, поменять. Почему поменять? Пытаются сдернуть, у кого-то из вас пытаются стянуть фамильяра, помощника, защитника, темного. Быстренько нужно переквалифицироваться в королеву мечей и дать пиздюлинок основательных с помощью своих знаний за ваши проекты, за ваши дела. Вопросы с детьми на этот июль будет очень актуален. Очень остро будет стоять эта вся система. Почему? Потому что этот июль будет тоже необычным. Не таким, как всегда. На июль идет связь, допустим, с энергиями рода. Давайте я это так назову. Так вот, на этот июль прям пройдутся по будущему, прошлому, настоящему детей. Знаете, как некий отсев среди них будет. Да, шут. Многие дети, ух ты, как не хочется, да, чтоб став Кантаса сработал. А что ж так? Что ж так кого-то прошкурило прям тут в эфире-то? А, господа? Сейчас я объясню, в чем система, в чем схема. Многие дети смогут получить дар. Многие получат охранцов. И вот эти все деструктивщики будут пытаться магичить дно колоды на то, чтобы забрать потенциал, силу, энергию, ту, которая предначертана именно детям. Вообще всем детям, неважно чьим. Я имею в виду детей в глобальном плане. Таким образом, эти гамнососы, почему-то мне идет фраза, я не знаю, я ее вообще первый раз употребила, если честно. Не хотят за счет этого как подожраться, подпитаться, свампирить. И за счет этого взять кредит у будущего и хоть как-то протянуть. Надеюсь, теперь понятно всем. Почему это для вас сейчас важно? У кого-то этот говносос вхож в ваш дом. Вам уже давно тяжело с этим человеком.
Для кого-то из вас будет актуален тот аспект, что этот человек применяет к вам сексуальное насилие. Шантаж через секс. Ради собственных побед. Девочки, мальчики, к кому-то из вас идет обалденнейшая подмога из рода. И тут вам нужно применить все свои знания для того, чтобы остановить практика, который пытается это перекрыть. Либо сдернуть вашу защиту. Если защита, здесь вопрос по роду линии мужчин, по отцу, не по матери. Туда копайте. И эта ситуация завершится. У человека, ему тяжело будет. Он на себя еще родовые какие-то болячки потянет. Он, знаете, как будто бы ему дадут присоединиться. Не всем, не к каждому из вас, именно к родовой ветке. Ему дадут типа зацепочку, конфетку кинут такую, и через этот канал сольют на него все дерьмище, дабы очистить вашу родовую ветку. Но, опять же таки, расклад общий. Все зависит от того, насколько у вас дури по верховной жрице. Да, блядь, ресурс. Туз пентаклей нам нужен. И потом сразу девяточка пентаклей. Вот же она здесь и выпадала. Тяжело. Человек по деньгам. Все, в задницу. Допрыгался. Доволоебил с дьяволом, мне хочется сказать. Вашим, нашим. А эти силы не любят шалав, которые переобуваются в воздухе. Ага. Ага. Вашему недоброжелателю отлетает по семье, по его детям. Девочка, дочь. На ребенке очень много деструктива за деяние вашего недруга. Я не скажу, что здесь мать, королева кубков, нет. Здесь дочь. У этого пердюка дочь, которая подлетает за его нападки не только в вашу сторону. Если быть конкретным, а ну-ка осознанно. Этот человек, у него с башкой не лады, у него подсел есть. Он считал, что кто-то нападает. Я не буду копать, что здесь человек с хуевертя, уж извините. Здесь отдан ребенок в уплату. Возможно, он хотел отдать вашего. По фортуне, видите? Фортуна даже на дне. Через Абару, храм, христианский эгрегор. Да, по вашему ребенку, да, 10 мечей смерть насмерть делана была вашим детям, либо вам. Но здесь, видимо, баш на баш. Значит, вашему ребенку это было сделано. А вы знаете, как интересно? Здесь больше размышлений было о том, как бы, что и как. Срикошетило больше на вашего ребенка. Это был ваш шанс освободиться и вытащить род на новый виток. Поняли? Кто сражался, вот вашему недоброжелателю пошло по его ребенку. Кто сидел на жопе ровно, играя в жертву, ребята, оттуда и последствия в болячку детей ваших. Какими бы они ни были в последнее время, вот особенно в декабре на них обратите внимание.
Начиная от насморка в самом лайтовом, да, варианте и заканчивая глобальными событиями, ситуациями в жизни ребенка. То есть сегодняшним раскладом я вам пытаюсь донести, насколько глобальный оборот и на каких на самом деле уровнях идет война внутри каждого из нас. Если кому интересно, Третья мировая уже в разгаре. Потому что Третья мировая – это будет война внутри каждого из вас за самого себя. То есть вы понимаете, да, на что идут эти люди? И я вам хочу сказать по секрету, вот этот недоброжелатель – это не самое херовое создание в этом мире. Вот так-то. Чего стоит ожидать? Хрена себе, блядь, расклад сегодня вырулил. Чего стоит ожидать? Я думала, что-нибудь попроще будет. Стоит ожидать и знать об вот этом вот. И, собственно говоря, что-то предпринимать, делать и не пускать ситуацию на самотек, это однозначно. В большинстве случаев здесь людям помогут в этой ситуации. В большинстве из тех, кто сейчас на моем канале. Ну и кто попадет на этот ролик. А вот теперь внимание, девочки и мальчики. У кого сейчас буквально в течение последних минут 7, максимум 10 кольнуло сердце? Считайте, это информация для вас. О вас много клеветы распускает некая королева кубков. Пускай мы ее так и оставим. Притворяется, либо слишком ранимая в состоянии жертвы. Короче, не хочу я сейчас о королеве кубков. Почитайте в интернете, кто такая королева кубков может быть. Не в этом суть. Может быть подклад, обмен судьбы своего ребенка на судьбу вашего. Допустим, здесь четкая ситуация, давайте так, на пальцах, чтобы была понятна каждому. Я объясняю именно, вот то, что доходит до всех, а вы уже подстраиваете под свою ситуацию информацию эту. Здесь мамаша вашего бывшего, которого накроет трындец по болячкам. И у вас есть общий ребенок, поняли? И вот эта кобылина попытается якобы по справедливости, через борьбу с вами, его дерьмо скинуть на вашего ребенка. Да. Сила ей нужна. У нее с сердцем проблемы. Из-за приворотной магии. Привороты, отвороты, вот это вся белиберда. Работа через магию 3D мира. Наследие вашего рода хочет, желает. Здесь попытка будет и крадника, но у вас будет... А ну-ка, у вас... А у нее... Ее высшие силы осадят. Вы знаете, у вас как... А ну-ка, от него... А вы получите впоследствии какие-то новости о том, что освободились от какого-то короля мечевого. Здесь это может быть, либо же, знаете что, сейчас я скажу, что это, либо это просто мужик, да, соответственно, либо же это сущ, которая сидела на работе
чтобы вы никуда не продвигались, сидели, не думали ни о чем, а вот знаете, вот просто как фюфля жили. Допустим, чтобы вы не хотели себя чистить, чтобы вы не хотели двигаться, чтобы вы себя самоуничтожали, чтобы вас никто не замечал. Здесь прямо на работе, ну, вот сущака, ее сдергивать надо, но здесь не сущ. Здесь, блядь, демон. И работать нужно через религиозный эгрегор, чтобы его сдернуть. Ха-ха, вот сука. Закрывается, да. Прячешься, падла. Через мусульманство и через ислам херячьте, понятно? Прикрываются христианским эгрегором. Но если поработаете и там, вам будет лишь в плюс. О, еще и как в плюс. Класс. Вы даже себя как мага прокачаете. Надеюсь, все услышали послание. Этой бабе закроют любую инициативу достучаться до высших сил. Она уже была на местах силы. Она была у целителей, она была у магов, колдунов, врачунов, у всякой белиберды, по пещерам говно мышь летучих жрала, лишь бы выздороветь, к ведьмам обращалась. Блядь, что я ляпнула? Возможно, ребята, она это и делала. И ей не осталось ни хрена, кроме как влезть в судьбу будущего поколения. К вам подхода ищут уязвимое, понимаете, самое уязвимое звено во всей цепи. Ваш ребенок. Потому что они ближе всех к высшим. О как! Теперь я понимаю, почему мне мешали сегодня расклад сделать. Ну как мешали? Я бы не сказала, что мешали, но немножечко кое-кто решил меня подзадержать там. Здесь королева кубков, она же королева пентаклей. Здесь, я вам хочу сказать, оно... Ой, девочки, здесь под этим описанием может проходить и любовница, и ваша подружка, которая, ну, решила, что она круче вас, там, да, и вот эта тяганина пошла, перетягивание длины писюна друг у дружки. Здесь, смотрите, уж у каждого своя она будет, баба. У кого-то свекровь, у кого-то мать, у кого-то тетка, у кого-то и бывшая жена, мальчики. То есть, может быть, все. Смотрите, кого вы в дом пускаете. Тарам-пам-пам, а ну-ка напишите мне, как у вас проигрывается. Особенно по поводу пещерного дерьма летучих мышей. Это уж конкретно кому-то послание, видимо, бегали. Именно туда. Уже не знают, что пожрать, чтобы, блядь, не сдохнуть. Сдохните все равно, недоброжелатели-то, сдохните. Чё ж вы так боитесь сдохнуть? Вот правильный вопрос. Почему вы так боитесь сдохнуть? Видимо, потому что именно сдыхать будете. Не смерть, а именно сдыхание. И жестокое. Так. Я читаю ваше сообщение. Ага. Теперь понятно. Ну, видите, вас как-то подтягивает.
притягивает. А ну аж интересно, какого хера. Ух ты, как интересно. Это месье, который приобрел себе Хаштаро, это симбиоз двух родов. Вашего и моего. У них свои договора какие-то. Вне зависимости от того, как мы с вами общаемся. Давайте, ребята, я вам сейчас немножечко еще усложню. Подготовлю вас к Астаре. Чтобы вы себя как-то перекроить попытались. Ну, кому это интересно, разумеется. Помните, была такая фраза из 90-х: «Следи за базаром». Думаю, все помните. Так вот. После этой Астары даже за горбатую мысль, несанкционированную, я уж молчу о сплетнях, даже лжи, будут просто сшибать бошки. Не удивляйтесь потом. Неужели так бывает? Да, бывает. Новые вибрации, новые планеты. Раньше это было на отъебись, это было закрыто, заперто, это было унижено обществом, понимаете? Вот эти качества, эти истины. Сейчас они просто начинают всплывать и входить в атмосферу нашей планеты. Поэтому просто будьте к этому готовы. Так, чего стоит ожидать в преддверии новолуния? Вот это я же говорю, сегодня расклад. Вообще не ожидала. Такого я. Так. Поехали, ребята. Понеслась, понеслась. Здесь кто-то из вас явно прям... Вот знаете, мне хочется сказать, кто-то терпел, терпел, терпел. По своим причинам. Одни это называют, один раз вышла замуж или женился и на всю жизнь. Другие это называют ради детей. Третьи это называют, ну мы же дружим с 5 лет, понимаете? Четвертое это называют стерпится, слюбится. Посрать, как вы это называете или называли. А здесь в этот декабрь кто-то из вас, знаете, вот если вы ранее подавали свои мысли и идеи, как вот как котик на лапках идет, то в этом декабре вы вышибите, блядь, дверь бронированную с ноги. Причем за дверью будет ОМОН, вы разнесете и его нахрен. То есть у вас накипело. И, кстати, предки духи рода вам дадут на это и силу, и разрешение, и прям как будто все пространство. Кто смотрел фильм «Начало» или же «Доктор Стрэндж», первую серию, помните? Вот эти все интересные моменты с перестроением архитектуры. Давайте я так скажу, чтобы не углубляться. Далее. Вот весь мир вот так будет вокруг вас, вокруг вашей идеи, вокруг вашего замысла выстраиваться. Именно так, как должно вам, чтобы было лучше вам. Я же сказала, здесь кто-то долго пытался, но, девочки и мальчики, здесь актуально еще 2 мужика. Не будем отметать эти ситуации, все-таки 2 короля.
Кто-то уйдет, допустим, кто-то выбирал этот мужик или этот, потом так, ты налево нах, ты направо нах, я своим путем. Вы здесь прям разрушать будете, разрушать. Для кого-то актуально, что все-таки, если есть вот эти вот недонормальные люди в вашем пространстве, ваши защиты снесут и разрушат в хлам. Кто-то из вас выйдет из треугольника, однозначно, и основательно выйдет. Я же сказала, вы просто, ну, с ноги дверь, блядь, выломаете. И здесь еще вы постоянно, кто-то из вас охранял свои границы, свое детище, свой бизнес, не знаю, что-то еще от третьих лиц. Вы уйдете от этой ситуации. Вот реально для каждого разное все будет. Информации много идет. Значит так, будет любятинская магия. Третий король вышел. Король кубков, королева кубков. Здесь мужик какой-то будет вам лепить привороты, в бошку подселять какие-то идеи, мысли и тому подобное. Смотрите, будете в определенные моменты тупо как котенок новорожденный, ну, на ощупь, блядь, идти, просто на ощупь. Вот в пещеру вас скинули и даже нити не оставили. Но для кого-то это будет очень актуально. Здесь нужно довериться своей интуиции и предкам, духам своего рода. Они вам подскажут, покажут. Вы как будто еще доподлинно не знаете, кто это. Вот для кого-то это актуально, для вас это всплывет, но мне здесь инфа идет, это уже январь будет. И в преддверии вот этих праздников, ну, новогодних, как вы их это называете. Почему для вас? Потому что для меня Новый год, он не существует 31 декабря. 31 декабря Новый год, вот отлесните 2 месяца назад, вот попробуйте в октябре его захерячить. Вот то же самое примерно. Там немножечко переговняли энергии вот этих дней 31 декабря на 1 января. В эти дни, к вашему сведению, ребятки, опять же таки, кому интересно, категорически запрещено пить спиртное. А у нас абсолютно иной зеркальный культ. Делайте выводы. В этот день определенные энергии приходят на Землю. Так. Вот здесь борьба с прошлым. С людьми, которые осаждали ваш разум, мороки, привязки. Здесь и инкубы, и суккубы шли, магия полным ходом. И здесь сделано на развал вашей личности полностью. То есть пробовали все, что можно было попробовать. Все, до чего, блядь, там руки дотягивались. Но вы все равно выходите в стабильность со своим родом. С кого-то точно маски сдернете. И здесь этот человек, кстати, начнет спиваться. Начнет спиваться, его как начнут все сжирать, растягивать, у него проблемы с сердцем будут. Это вам... Ой, и подселы еще будут. Он у вас много чего крал, с вами ругался, вас в интриги втягивал. Для многих актуальной медитации сила мысли будет возрастать. То есть медитации, выход на новые... на иные пространства нужен. Вам род поможет, хотя вам будут мешать. Но вы победите. И контрольный. Крадники будут ставить, вы возьмете ключи, все равно вам помогут. Здесь даже не переживайте, не ссыте, пробуйте, пытайтесь. И плевать, какой маг там по вам работает, блядь, поверьте мне. Тех, которых могут назвать новичками, вдолбят, если на то будут санкции свыше, так, что перевернется, блядь, и в гробу самый крутой маг. Ну, в кавычках крутой, как он себя мнит. Не нужно недооценивать новые энергии. Не нужно недооценивать вообще людей, друг друга. Я не говорю сейчас о деструктивщиках, которые реально рушат, ну, на которых я вот матом луплю, да, в эфирах своих.
То есть, ну, это не люди. Я имею в виду адекватных людей. Сейчас я делаю акцент для ведающих. Не нужно тягаться писюнами друг с другом. Это невежество. И видите, у одного человека есть дар, у вас его там, ну, больше, допустим, как вы считаете, либо так и есть. Не нужно того не уважать. Неизвестно, кем он будет через год. Может, он вас затопчет потом. Потому что порядком вот эта вот непотребная бойня среди магов, практиков, это... Как бы так сказать, мало кто из них понимает, что это опускает их достоинство. Большинство из них даже не воспримут эту фразу. От слова совсем. Похуй на достоинство, потому что ссутся потерять бабки и, собственно, сдохнуть. А смерть это всего лишь начало. Так что здесь, ребята, вы сдернете с кого-то маски, прям вот вскроете и прям кто-то отправит все. И защиты с вас сдирали, вы сдерете. Да, здесь вы возьмете верх над человека. Обмен хороший с высшими силами у кого-то будет. Девочки, вот кто-то из вас... Вот мне идет следующая картинка. Я не знаю, кто это. Но это женщина. Это женщина, она сейчас у меня на эфире. Я вижу картинку. Не буду давать описание. Искала подклад, искала там-сям. Возможно, не один год. Вот что-то искала в доме, либо вокруг дома. Да, вот как-то пыталась найти, устранить причину. В один момент плюнула, блядь, продала к ебени эту квартиру и съехала. И тем самым освободилась. Просто освободилась от всяких вот этих подчинов, подкладов, подселов и тому подобное. Понимаете? Прям вот резко человек, знаете, как вот рыл, весь дом перерыл, и в один момент такой стал, какого хера? Алло, риэлтор? Понимаете? Вот прям вот за считанные секунды. Потому что у человека, знаете, за долю секунды вот так мне нужно поступить, и я так хочу. И пусть что будет. Забавно, но это, кстати, вас освободит, лихо освободит, девочки и мальчики. Сейчас, секунду. Сейчас, ребятки, подождите. А почему такая? Вы. То они для вас. Ни хрена себе. Короче, ребят, знаете что? Во-первых, кто работает с таким созданием, как Азазель, вот послание от него.
самые слабые низшие чины в иерархии демонов, с которыми сотрудничали маги-практики в 3D-пространстве, будут уничтожены, потому что они работали бескодексно. Эта зачистка идет от высших инстанций в демонологии. У кого было что крадено, будет возвращено, особенно тем, кто выходит из-под влияния эгрегоров и вообще системы в целом. Те, кто вас в этом останавливали, накидывали мороки иллюзий, доводили вас до безумства, разрушали судьбы, все это будет, уничтожено, вам очистят путь здесь по справедливости. Почему, спрашиваю, так происходит? Ребята, идет то, что идет, я это озвучу. Темные, высокоранговые сейчас вместе с родовыми ветками сотрудничают. Не у всех, разумеется, не у всех. Да, здесь тупо обмен, у них симбиоз идет. Это первая энергия. Вторая энергия – это высшие силы. Третья энергия – это сила, разум более, понимаете, интеллект более развитый, нежели не просто у нас, а если брать глобально. Поняли? Здесь очень много энергий, которые должны сотрудничать, научиться друг с другом. Ради чего? Вообще, если залезть глубоко. Для чего это? И что потом? Ну, понятно, это не скоро будет, ребят. Это, знаете, это вот начало глобальных действительно трансформаций. Давайте я вам так скажу. Для поднятия вибраций каждого человека, для поднятия осознанности, для того, чтобы человеческий разум научился мыслить на 360 градусов, а не линейно, как нас учили. Есть деньги, и без денег ты дерьмо, и власти у тебя нет. Просто как описание вам. И сейчас я вам хочу сказать, сейчас идет период вот этого момента, когда род сотрудничает с демонами. Пусть это будут демоны, то есть вам так проще понять будет, но там не они, там дальше энергия. А вот это, кто к нам идет, почитайте за планету Нибиру. Об этом хорошо сказано в истории, правда, смотря кто что найдет. Не каждому еще дано найти истинную историю. Шумеры и Аккоды. Почитайте Египет, с чего, как, все вообще, смысл их веры. Но Египет это нет, глубже нужно копать. Я просто это люблю, я это изучала годами, десятилетиями, понимаете? Я еще в институте это изучала. Хотя парадоксально не любила эти факты. И не понимала вообще, захрена мне этот предмет нужен. История искусств называлась. А оказывается, что еще и как нужен. То есть здесь тупо показано приближение планеты к нашему Солнцу, грубо выражаясь, да, но это если на одном языке объяснить, на астрономическом, давайте так, в астрономии, да, там в астрологии. Но это абсолютно разные энергии, помимо этого. Короче говоря, здесь еще учиться и учиться. Мы не научились даже друг с другом, блядь, на этой планете. И, видимо, задолбались на это смотреть и говорят так. Нужен ушат холодной воды, блядь. Держите, распишитесь. Кто не может, тот уходит с поезда, как бы. Кто в состоянии, те подключатся, войдут в оборот, и от них будет польза. То есть, понимаете, здесь более глобальный замысел за всем этим стоит. И когда на фоне этого всего смотришь на эгоизм конкретно одного какого-то деструктивщика, на этом фоне вы теперь понимаете, насколько мне, смешно наблюдать за вот этими вот злопыхателями, которые трепещутся. Так что вот так вот.
Если по горам, то мамаша выходит. Да, да, вот свекровушки, не знаю уж в какую пещеру пойти по местам силы. Там уже перепробовала все, я же говорю, все перепробовала и ничего не помогает. Все, все, у нее был расчет на то, что либо так, либо иначе, а я все равно, ну, блядь, я не сдохну, я все намагичу, я смогу. Я крутая женщина, бля, я могуйка. Я родовая ведьма. Ну, короче, поняли вот это? Я уже издеваюсь просто. Очень интересно. Вот как-то такая информация, ребятки. Я почему подзависаю? Потому что я вижу это все кадрами, понимаете? А там уж уточняйте у своего рода эту информацию, которую услышите. Если кто напишет, что бред, блять, моментально в бан и хуями утыкаю. Не ваша информация, нехуй мне изливать здесь это дерьмище свое несчастное, понимаете? Я понимаю, что вы несчастны. Вы этим переполнены. Но я время на вас тратить не буду. Вот я знаю, что есть люди, которые могут послушать и покрутить пальцем у виска, но мне похую. Я думаю, кому нужно, те и так прекрасно осознавали, и, может, даже вам как-то вспышками во снах показывали информацию. Особенно актуально, сейчас я вам скажу, был очень хороший зазор осенью 2019, когда произошло кое-что в нашей Вселенной, ну, на нашей галактике. И она немножечко, давайте скажем так, хилитнулась. Это было видно даже по созвездиям. Кому надо, тому это показали. А остальные не заморачивайтесь. И вот в этот зазор, знаете, как помните, там коридор планет был. Прям портал открылся. И через этот портал можно было увидеть иные цивилизации. Кому нужно, того провели. Давайте я вам так скажу. Вот если у кого-то что-то в этот период, давайте так, сентябрь-декабрь, вот в этот период где-то. Да, конец декабря, вот до Нового года, сентябрь до Нового года. Вам показывали, может, вы думали, это вам там приснилось или что? Нет, не приснилось. И не или что. Каждому из вас смогли, кому надо, тому дали эту инфу. Ребят, напишите вообще ваше мнение по этому всему. Ну, то есть даже если вы не согласны, просто, ну, выстроите свою речь адекватно, а не так, чтобы мне хотелось вас боднуть. Ну, просто цивилизованно, по-человечески. У кого-то вообще были инсайты в 2019 году, может быть, там чуть позже. Я более острый такой, знаете, период озвучила.
Еще, ребятушки, вот смотрите, прям по месту, понимаете, прям по месту. Господа товарищи ведающие, кто по кодексу работает, тому подобное. Сейчас будет происходить, это уже запущено, некая такая ситуация, где у вас будут как бы так это выразиться, будет рокировка. И когда вы будете считывать себя, вы будете видеть противоположную сторону истины, вот так скажу. Для чего это, почему это, кому надо, те найдут инфу, кто в курсе, те уже получили. Это сделано с определенной целью. То есть просто когда диагностируете себя, учитывайте этот аспект. Ваши недоброжелатели, когда начнут считывать вас, будут видеть точную копию себя. Вот так вот. Фу, на сегодня выдохнули, на сегодня реально очень много инфы такой. Энергии прям такие разношерстные, забавные, интересные. Девочки, мальчики, кому-то может быть дурно. Почему? Потому что кто-то еще не в состоянии справиться с оборотами рода, тем более демонов, то есть, темных сил, да, то есть есть силы, которые, намного, очень намного, можище просто тысячелетий, миллиардов веков древнее самого Люцифера. Давайте, чтобы вот так я выражусь, чтобы вы поняли. Это не умаляет его работы, это не умаляет того, кем он есть на самом деле. Я вам объясняю смысл. Вот они сотрудничают с родом. А вот эти вот 3D-шники, они упираются в демонов, и все, дальше им ходы закрыты. Понимаете? И хорошо, если они вообще до демонов доработались. Вот так вот. А здесь еще нужно восприятие одной энергии, то есть солнечной. Давайте я вам так скажу. Звезда по имени Солнце. Именно вот эта моя фраза, кому-то что-то, вот, помедитируйте на нее, получите верную инфу. И тут же еще идет абсолютно новейшая энергия, которая для человеческого разума вообще в априори, хотя не для всех на планете Земля, она в априори будет, там взрыв башки может произойти, если люди не будут к этому готовы. А некоторые люди не будут к этому готовы. Вот так-то. Видите, у каждого по-разному. Смотря кто на каком уровне находился, тому дали и определенный уровень допуска к истинам, к потоку, понимаете? Ко всему вот этому, что многие называют магией. Давайте вспомним, что еще буквально там в 1500 каком-то сраном году поставьте им баночку фейри на стол, они бы назвали это тоже магией, да? Или там еще чего-нибудь из нашего века. То есть магия это не совсем то, что вы думаете. Она вообще вокруг нас всегда была, есть и будет. Эту информацию я должна была донести. У меня свой резон это делать.
Давайте я вам так скажу. Да, информация, там уже все зависит от людей. Кто верно истолкует, а кто и не совсем. Но это уже дело, как говорится, не моего ума. Вот так вот, ребятушки. На сегодня было прям забавно, интересно и увлекательно. Возможно, этот став Кантаса помог. Уж не знаю. Всем во благо, кому понравилось. Ну, кому не понравилось, значит, не понравилось. Вот так-то. Ребят, по поводу 5 декабря. Кому актуально, еще можете обращаться, пока акция действует. 4 ожидайте от меня сюрприз. Надеюсь, он вам понравится. Ну, а там уж как ляжет карта, как говорится. И еще момент. Я вот на протяжении всего расклада думала, стоит ли это говорить, либо не стоит. Эта инфа еще пришла в полнолуние, как бы. Но сегодняшний расклад для меня расставил все точки над «и». И что я вам хочу сказать. 4 декабря сего года будет день правления Абарры. И всем деструктивщикам, которые бегали по храмам в последнее время, особенно в коридоре затмений, в попытке почиститься, я вас поздравляю, вы подписали себе смертный приговор. Я об этом намекала и предупреждала. Тем, кто на высоких вибрациях, все в зависимости от ваших наработок, в зависимости от ваших вибраций. Для кого-то это может пойти и в минус, что-то вы сольете, для кого-то это пойдет в плюс. Все по диагностике, смотрите каждый сам за себя. И здесь я подсказок не могу дать. Но лично в моем случае он явился ко мне и показал, кого конкретно уничтожит. 2 человека. Особо верующих. Давайте так скажем, да? Надеюсь, новости у вас тоже будут. Ожидайте. Если что, делитесь в комментариях. Будет интересно почитать, как у вас это сие отыгралось. На этом я с вами прощаюсь, ребят. Всем осознанным добра этого мира. Всем деструктивщикам даже больше, чем вы заслужили, вам отвесят. Вам уже отвесили, это прописали в вашей судьбе, и сейчас это просто запускается. И многие из вас просто мечутся, как в банке закрытой, в попытке хотя бы в последний раз глотнуть кусочек воздуха. Вот как-то так. Всем пока-пока, ребят.